2012 год – это год, который в мире джаза богат событиями. И, наверное, одно из основных событий – это 90-летие российского джаза. 1922 год. Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-бенд Валентина Парнаха «Это наша история». Этому событию, 90-летию, посвящен фестиваль «Российские звезды мирового джаза», который пройдет в эти дни в Москве. Мы очень много, всю жизнь отдавали внимание джазу и американскому, и, так сказать, европейскому, и так далее, и не очень внимательны были к своим исполнителям. Поэтому очень важно было все-таки концентрированно показать деятельность и творчество российских джазовых музыкантов, лучших российских джазовых музыкантов, коллективов. И именно на этом, собственно, и строится создание этого фестиваля, который уже 9-й раз будет показан в Москве и впервые в Московском доме в музыке. Хотелось этот фестиваль показать как фестиваль, объединяющий все основные направления, которыми живет сегодня российский джаз. Так вот, допустим, первый день фестиваля мы назвали «Праздник забытого джаза», где бы мы напомнили людям, что есть музыка, которая, немножко нами забыта, может быть, незаслуженно забыта. И как замечательно, что сегодня есть такие исполнители, такие прекрасные коллективы, а они представлены у нас в этой программе. То, что, так сказать, мы смогли сделать специальный день, посвященный старому джазу, праздник забытого джаза. Для нашего оркестра большая честь участвовать в этом фестивале, потому что Анатолий Ошерович здорово составляет программы, и хотя с точки зрения музыкантов мы же все ленивые, нам всегда хочется домой скорее, эти концерты бывают длинноватые, но зато публика довольна, потому что она получает полный срез всего джазового искусства на каждом, на фестивале. И то, и все, и пятое, и десятое, и в общем каждый может по своему вкусу что-то найти. Мне хотелось бы еще отметить вещи, я не устаю говорить о том, что в наших гастролях по стране, а мы много ездим и от Дальнего Востока, и до наших западных границ, и на севере, и на юге, за год побывали в очень многих местах. Очень молодеет джазовая аудитория, которая сидит в зале. Вот это особенно приятно, это означает, что это искусство не засохшее. Оно не представляет собой какую-то музейную ценность, а это абсолютно живое искусство, которое развивается и которое привлекает молодежь. Во многих городах открыты джазовые училища, джазовые отделения. Молодежь интересуется, старается играть. И в общем, это здорово. Сейчас уже почти складывается джаз как абсолютно полноценный вид искусства, потому что во всех, так сказать, он быстрее прошел этот путь, чем классическая музыка. Там, допустим, от барокко до нашего времени там около 300 лет. А здесь у нас это все развивалось в течение столетий, и тем не менее уже определились очень четкое направление, которым следуют разные музыканты. Есть, так сказать, и боп, есть и более современная модальная музыка, есть биг-бенды, которые играют традиционный свинговый джаз, есть биг-бенды, которые следуют каким-то более прогрессивным идеям. И в то же время полное право на существование имеет музыка, которая создана была великими мастерами 30-х, 40-х годов. И вот молодежь с таким увлечением этим занимается, то есть как бы обратилась к корням, это очень здорово. Значит, я просто считаю, что это подтверждает статус джаза как искусства, у которого есть определенные направления, которые уже можно описать словами и сыграть на инструменте. Наш оркестр совсем молодой, и у него пока еще немного возможностей выступать на таких сценах, как Московский международный дом музыки. Мы там будем играть впервые. Наш оркестр создан как содружество молодых музыкантов, которые воплощают свои амбиции, любовь к традиционной джазовой музыке. И так как они во многом не имели возможности, как я не имел возможности утверждать свои амбиции в этой музыке в других коллективах, решили создать собственный коллектив. Идея этого коллектива принадлежит
нашей вокалистки Дарьи Антоновой, которая все сорганизовала, и она является главным организатором, директором этого оркестра, можно сказать. Она занимается полностью организационной деятельностью. Оркестр наш направлен на исполнение музыки, которую мы в первую очередь любим, музыки, из-за которой мы продолжаем заниматься этой музыкой в общем, то есть конкретными. Это набор каких-то программ, посвящений великим людям, которые заставляют продолжать нас заниматься джазовой музыкой. Это в первую очередь музыка эпохи эры свинга, музыка Дюка Эллингтона, музыка Джимми Лансфорда, музыка Боба Кросби, Косоломы, оркестр Косоломы, музыка Дизи Гиллеспи, музыка Стэна Кентона. Такой замечательный джазовый форум. Надо сказать, что при всем том, что фестивали эти очень долгожданные, на них ходит очень много людей, никто не уходит до самого конца, что, в принципе, редкость для больших джазовых фестивалей. Вот мы были на ряде фестивалей, которые были, может быть, не такими насыщенными и долгими, но иногда программа, да, она не бывает такой интересной для зрителей, и во втором отделении гораздо сложнее выступать, потому что проще выступать перед зеркалом, чем перед полупустым залом. А здесь, помимо того, что и залы полные, они еще полны такими прекрасными людьми, такой аудиторией, которая собирается именно на фестивале, организованный Анатолием Шерчем. И, в принципе, это происходит из года в год, вне зависимости от того, в каком зале, собственно, это происходит, потому что я помню, что и в центре Павла Слободкина в свое время делали фестиваль, да, и в театре эстрады, и, в принципе, вне зависимости от этого зрители всегда довольны, зал полный, и на этих фестивалях очень приятно выступать по причине и зрителей, и профессиональной атмосферы, и уровня организации мероприятий, потому что это тоже очень важно для приятного выступления. Что хочется сказать, то что, в принципе, мы свою миссию как ансамбль, который занимается традиционным джазом, видим в том, чтобы донести до людей, поделиться с ними музыкой, которая является не музыкой только для души, или только для мозгов, или только для сердца, только для глаз, а, в принципе, донести то, что джаз и, собственно, тот джаз, который дал толчок развитию большого искусства под названием джаз, он, собственно, и был очень прикладным, бытовым, зрелищным, и поэтому, собственно, и стал быстро популярным и стал международным, общечеловеческим таким достоянием.